Пока в царстве крупных животных протекает бесконечная борьба за выживание, в мире насекомых разворачиваются не менее серьезные сражения. Чтобы выжить, нужно быть либо большим и сильным, либо собираться в огромные стаи, чтобы вместе идти к своей цели. Но, как и в случае с большими соседями, в макромире нашлось место для невероятно скрытных охотников, которые сооружают действенные ловушки и играючи расправляются с застигнутой врасплох жертвой. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герой сегодняшнего выпуска – настоящий подземный монстр. Встречайте, муравьиный лев! Муравьиные львы относятся к семейству насекомых, жизнь которых состоит из 4 стадий: яйцо, личинка, куколка и, наконец, имага – взрослое насекомое, которое внешне напоминает стрекозу. Это ночные летающие насекомые с размахом крыльев до 15 сантиметров, но отдельного внимания заслуживает именно вторая стадия взросления. Всего в мире насчитывается около 2000 видов этих созданий. Часть из них обитает в России, но основной ареал обитания охватывает саванны и пустыни. Ведь именно там можно построить наиболее действенную и посещаемую ловушку. Пробираясь под песком, личинка находит подходящее место без лишнего мусора и растительности, чтобы будущей жертве не за что было ухватиться. После чего начинается масштабное строительство. Двигаясь по спирали задом наперед, лев ритмичными движениями головы выбрасывает песок за пределы сооружения, с каждым кругом углубляясь и приближаясь к центру, пока не образуется идеальная воронка. На создание всей конструкции уходит почти полчаса. Ловушка сконструирована с такой точностью, что любое колебание на краю поверхности приводит к обрушению стены. Поэтому единственный неверный шаг ничего не подозревающей жертвы становится точкой невозврата. Огромные челюсти-жвалы снабжены заостренными шипами, которые при смыкании надежно фиксируют добычу. Эти челюсти полые внутри, и через них в тело жертвы вводится парализующий яд и пищеварительные ферменты, что не только обездвиживает цель, но и растворяет ее изнутри. Словно в фильме ужасов, добыча медленно затягивается под землю. Личинке остается лишь немного подождать и словно через трубочку высосать все питательное содержимое. После такой расправы от насекомых остается лишь хитиновая оболочка, которая, словно мусор, старательно выбрасывается за пределы воронки. А ненасытному охотнику остается лишь подремонтировать свое творение и терпеливо ждать следующего гостя. Окраска тела надежно маскирует насекомое на фоне песка, но обычно личинка полностью скрывается под землей, а на поверхности оставляет лишь смертоносный капкан. Жертвами подземного хищника становятся не только муравьи и мухи, но и другие насекомые и даже пауки. Порой добыча в несколько раз превосходит охотника в размерах, учитывая, что длина тела личинки едва превышает 1 сантиметр. Без замедленной съемки события разворачиваются куда стремительнее. Муравьиный лев приспособлен к жизни даже в самом засушливом климате. Его экзоскелет надежно удерживает влагу, а всю необходимую жидкость хищник получает из своих жертв.
Намиб – древнейшая пустыня на планете и далеко не самое гостеприимное место. В полдень песок может нагреваться до 70 градусов, поэтому местные обитатели находят спасение под землей. За исключением самых приспособленных. Длинные ноги этих муравьев спасают от перегрева, а постоянное движение позволяет не сгореть заживо. Однако губительной здесь может быть не только жара, особенно когда под ногами оказывается настоящее минное поле. Чувствительные волоски, словно датчики движения, улавливают присутствие добычи, и в подходящий момент челюсти резко смыкаются, а жертва помимо укола получает головокружительную встряску, что окончательно лишает муравья шанса сориентироваться. Некоторым все же удается избежать заключения, но у личинки всегда есть запасной план. Резкими движениями она обрушивает на муравья град из песка, сбивая его с ног и осыпая стены воронки. Борьба может длиться долго, но лишь самые везучие выбираются целыми. Обычно бесконечная бомбардировка приводит цель прямо в смертельную ловушку. Жизнь в стадии личинки длится несколько недель, но иногда продолжается вплоть до 3 лет, в зависимости от места обитания и обилия пищи. Замедляя метаболизм, насекомое может голодать месяцами, однако при наличии добычи лев становится невероятно прожорливым, что значительно ускоряет процесс взросления. При этом взрослые особи живут максимум 45 дней. Муравьиные львы не представляют опасности для человека. Они довольно безобидны, но в крайнем случае могут применить свои ядовитые челюсти, что чревато жжением и временной болью. В целом же это довольно полезные существа. Личинки разрыхляют почву, а взрослые особи питаются тлей и другими вредными насекомыми. При всем многообразии семейство муравьиных львов изучено довольно слабо. Поэтому ученым лишь предстоит раскрыть секреты этих удивительных охотников. Но можно с уверенностью сказать, что многократно уступающий в размерах своему тезке муравьиный лев является не менее приспособленным и ненасытным хищником. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!